4 месяца я провела на острове Бали и пыталась понять, почему это место привлекает так много людей и почему о нем так много говорят. В этом видео я расскажу о местах, которые понравились мне больше всего, и покажу остров моими глазами. Мы побывали во всех популярных и не очень районах на Бали, и Убуд – мой самый любимый из них. Здесь можно найти высокую концентрацию всего, что ассоциируется с Бали, кроме серфинга, потому что этот район находится в центре острова. В Убуде давно начали селиться танцоры, художники, резчики по дереву, мастера, которые изготавливают каменные скульптуры. Здесь несложно найти жилье, окруженное джунглями и рисовыми полями. Еще здесь много кафе с полезной и здоровой едой, йога и ретрит-центров. Здесь же находятся знаменитые рисовые террасы Теглаланг и лес обезьян. Также недалеко от Убуда находится место притяжения предпринимателей и площадка для проведения концертов и бизнес-конференций. Жизнь балийцев очень тесно связана с религией, и Бали называют островом тысячи храмов. Все их, конечно, посетить вряд ли возможно, но я бы выделила 3 из них. Самый нетипичный для Бали храм, он находится недалеко от Убуда. Вот это пещера, типа такое, это очень место как медитации. Это река Пакариса называется, известная эта река. Вот слева это храм или монумент для жены. Но у нас много больше. А я спрашивала у балийцев, сказали, что нельзя много и жен. Раньше можно было, если они работают в государственном конторе, но полиции, тоже одни, государство, одна. Если частный, можно больше. И сейчас можно? Сейчас. На Бали можно если иметь несколько жен. Первая жена согласит она. Да, если нет, Как часто сейчас жены соглашаются? Бывает, не иметь детей, заболели, бывает. Главное знали супруга, а здесь типа не главное. Это не основные женщины. Храм Улувату находится на самой южной части острова на обрыве над морем. Там живет много диких обезьян и открывается невероятно красивый вид на море. Храм Пура Улундану. Он находится у вулкана Братан на озере Братан и посвящен богине воды. Кстати, недалеко от этого храма есть заброшенный отель, который стоит без туристов уже больше 20 лет. Можно посетить его по пути в храм, если вы любитель таких мест. Заходить туда запрещено, но если повезет, можно договориться с охранниками. Одна из вещей, которые ты ожидаешь от тропического острова, это белые райские пляжи, но это не совсем про Бали. Половина острова – это черные вулканические пляжи, но главная проблема – это мусор, который периодически выкидывает течением из океана. Несмотря на это, хорошие пляжи все же можно найти. Если вы живете в центре острова, то вот этот пляж самый ближайший и доступный пляж с белым песком. Из Убуда туда ехать примерно час. Советую захватить маски. Здесь есть на что посмотреть под водой. В соседней бухте также можно арендовать лодочку за 200 тысяч рупий, и гид покажет самые лучшие места для снорклинга в этой местности. Следующий пляж – это Сулубан-Бич, пляж на другой стороне острова, недалеко от храма Улувату. Большая часть этого пляжа закрыта скалой сверху, поэтому если вы любитель спрятаться от солнца в тенечке, это место вам понравится. Также этот пляж подходит для серфинга. И Мелости-Бич, пляж на самой южной стороне острова. Огромная песчаная береговая линия, голубая вода и невероятно красивая дорога к морю. Здесь очень удобный вход в воду, поэтому этот пляж один из самых лучших для купания на острове. А если вы не любитель пляжей, то следующее место для вас – Сока Байк-парк. Это необычная спокойная прогулка на велосипеде. В Сока Байк-парк есть несколько подготовленных трасс для катания среди джунглей. Мы ездили туда с компанией, которая предоставляет трансфер и аренду подготовленных велосипедов. Также внутри парка небольшой грузовик высаживает вас у начала маршрута и забирает внизу.
А Бангкок не самый легкий, он самый короткий. Ну, пан короткий, поехали. Но никто не говорил, что он самый легкий. Окей. Мы на сегодня все. Кажется. Хотя, мне кажется, нога еще разодрана немножко сзади. Еще комар с Денге укусил, да? Еще одно развлечение для тех, кто не любит лежать на пляже – восхождение на вулкан Батур. Батур – это один из 3 вулканов на Бали. Последний раз он извергался в 2000 году. На Батур обычно поднимаются ночью, чтобы застать рассвет и встретить новый день на вершине. Да, приятно, такой лесочек. Есть такое. Есть такое. Прям свежак такой. Офигенно. Скучал по этому. Мы решили встретить первый день 2023 года рассветом на вулкане, и в новогоднюю ночь мы карабкались по темноте в гору. Подъем на вулкан несложный, занимает около 2 часов. А если вы не хотите топать пешком, то можно сесть на горный мотоцикл, и вас забросят почти к самому кратеру. Ветер что-то серьезный какой-то подул. Холодно стало. Дайте курточку. У меня есть. А где наша группа? Все, мы пошли? Окей, guys. Let's go. Вызываем Бэтмена. Let's go, 5 minutes. We will watch a sunrise here? Yeah. Okay. А, все? Мокро. Это все? Дом, Thank you, конечно. congratulations. Thank you, Thank congratulations. you. Thank you guys, congratulations. Thank you. Thank you. Yeah, we did it. Later walk because Too much fog. later beautiful sea not cloudy from here good. Later walk up there because 2 minutes from there just look the crater because so many people in the front. Ah, yeah. Not good up Okay, there. no problem. Just stay here. Yeah, nice. Но как только мы поднялись на вулкан, полил ливень, и вся толпа туристов спряталась в единственном маленьком деревянном домике на вершине. Вау. Ну что, новогодний стол накрыт. Водиться. Давай. Какой праздник? С Новым годом! Серьезно. Мы совсем чуть-чуть намокли, оказывается. Мы дождались. Ура! Измученные, с лицами других людей. Красиво. Вот это мило. Миленькая. Все, все, пока. Ой-ой-ой. Ну все, посмотрели и хватит. Ты видишь, какие у нас туда можно? Прям вступает жестко. Приятно. Но на самом деле, даже несмотря на холод, ливень и отсутствие красивого рассвета, это восхождение стоило того. Обратный путь пролегает через прохладный тропический лес, который отличается от южной части Бали. Смотри, какие классные перепады. Ты просто вот так вот вкатываешь, а здесь крутишь педальки. Вот этот съезд съезжаешь красиво. Есть еще одно уникальное место возле Батура. Вряд ли я еще когда-нибудь сюда вернусь, но один раз увидеть это было интересно. В кальдере вулкана Батур располагается вулканическое озеро. На нем есть деревня Труньян, в которой сохранилась уникальная традиция обращения с мертвыми людьми.
Умерших здесь складывают под специальным священным деревом, которое должно защищать от запаха. Они сжигают, как во всех остальных деревнях на Бали. Да, они, вот, смотрите. Почему тут так много мусора? Нет, они взяли с собой, которые их вещи, допустим, сандали, как вы там у них, ну, там тарелки, они с собой туда. Потом, типа, ну, они так бросают, да? Ножки там, голова там, ноги вон. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот. На этом кладбище складывают только тех жителей деревни, которые умерли достойно, а именно женатых мужчин и женщин, которые умерли естественной смертью, и только если их тело не было повреждено. Прям свежий труп лежит относительно. Где? Вон тот самый крайний, самый левый. Там прям нога торчит. Вон кость. Ну и вот кость тоже. Таз чей-то. Отвлечемся от деревни мертвых и вернемся к списку красивых мест для посещения. Нуса Пенида – это небольшой остров возле Бали, на котором, по верованию балийцев, живут злые духи. Но если вы не верующий индуист, это место стоит посетить. Красивые пляжи, которые не сравнятся с балийскими, скалы и достаточно разнообразная морская жизнь. Если повезет, то можно увидеть даже огромных скатов. Остров постоянно посещает много туристов, поэтому, чтобы избежать толпы, лучше ехать туда не на один день и стараться попадать на главные достопримечательности либо рано утром на рассвете, либо на закате, потому что основные туристические группы с Бали приплывают днем и уезжают около 5 вечера. Острова Гили – еще одно место в моем топе, которое не совсем Бали, но находится очень близко. На этих островах совсем другая атмосфера, другая религия и менталитет. Бесконечные белые пляжи, отличный снорклинг и серфинг. Про Гили у меня есть отдельное видео. Это все места, о которых я бы хотела рассказать. Я оставлю ссылки на все локации из видео внизу. В следующем ролике я хочу рассказать про стоимость жизни на Бали и о том, с какими ситуациями мы столкнулись за 4 месяца жизни здесь. Поэтому увидимся. Пока!